Всем привет! Последний день февраля. У меня есть свободный день. Я решил записать видео для приезжих в Майкоп туристов о том, где можно походить в выходной день в округе города. Ну, естественно, по улицам города я не пойду, там всякую архитектуру смотреть. Это для экскурсоводов оставим. А пойду я на хребет, который называется Нагия-Жуаш. Хотя местные, возможно, большинство и не знают такого названия. В основном туристы знают. Ну, еще известен он как хребет водораздельный просто. Потому что разделяет долины рек Била и Коджус. Ну, собственно, вот он сам хребет. Вот там вышка стоит, телевышка. В том районе я тоже буду ходить. Вот там, где перевал, вот эта часть хребта называется Царская горка. Ну, почему она так называется, я потом расскажу, когда туда приду. Перешел дорогу возле шлюзов справа от них, и здесь есть новый стрелковый комплекс тир. И справа от тира есть лестница, которая здесь называется лестница на Месдах. Месдах — это ресторан, который вот там дальше на вершине находится. Но лестница аварийная и полузакрытая. Ну, то есть попасть туда можно и наверх забраться, но в целом она запущенная и огорожена решеткой. Вот, но вообще мне туда сейчас не надо, потому что там тропа дальше идет дальше от того маршрута, который я себе проложил. Надо там долго петлять. Поэтому вот этот стрелковый тир я сейчас буду обходить слева. Обошел тир. Туда прямо идет дорога на трассу к телевышке и на Лысую поляну. Но на Лысую я не пойду, там особо ничего интересного. Поляна как поляна. А дальше иду вот мимо руин, небольшую полосу леса пройду и выйду на другую поляну прибрежную возле реки. Выхожу на поляну. Здесь есть памятник авиаторам. Сейчас посмотрим на него.
Река Белая в спокойном течении перед плотиной. Но я сейчас буду углубляться в лес. Вот, надел фонарики на ноги, потому что шли снег, дожди в последнее время, там все раскисло. Поэтому буду наматывать грязь на ботинки. Ну а сейчас иду дальше вдоль поляны. Здесь сейчас будет развилка тропинок. Одна тропинка пойдет вдоль берега. Она, в общем, живописная, но она дальше упрется в тупик. Там будет обрыв. И придется лезть наверх, карабкаться. А вторая тропинка, она сразу уходит наверх. Поэтому я лучше пойду по ней. Так, вот она, по-моему. Что-то там кустами заросла. Ну, сейчас посмотрю. Нет, то была не она. Там просто разъезжено все. То мотоциклами, то машинами. Ну вот развилка тропинок. Вдоль реки пошла туда. Но я вот поднимаюсь по правой. Да, грязище, конечно. Ну, раз выбрался, пойду. Ну вот уже и в лесу. В принципе, в самом лесу не так сильно раскисла дорожка. Тут, кстати, даже маршрутные марки есть на деревьях. Ну, правда, это в другую сторону. Последняя марка уже. Ну, иду дальше по тропинке. Выйду сейчас наверх по ней. Там дальше миную болотистую местность. Ну, я к ней спускаться, наверное, не буду. Потому что сейчас сыро, там, скорее всего, совсем беда. Воды много. Чуть выше поднялся. Тут уже хороший вид сквозь зимние деревья. А вон там внизу идет та нижняя тропинка. Вон там и примерно вон там заканчивается. Ну и, собственно, все. Там уже не пройти по берегу. Нужно было бы карабкаться вот сюда. Дальше по тропе развилка. Узенькая тропинка уходит вниз. Но она там дальше обрывается возле балки. Мне, в принципе, надо на ту сторону балки, но там будет еще одна. Поэтому я лучше пойду по широкой тропе в обход этих двух балок. И там уже за ними спущусь вниз. В лесу много цикламенов. Вот. Ну, на видео, наверное, плохо видно. Вот так довольно неплохо тут заросло ими все. Ну тут прям совсем все ими усеяно. Сейчас попробую стать по солнцу. Может, так будет видно. На экранчике не вижу, видно что-то, нет. Но так все здесь розово-белое. От телевышки я пошел на восток, не стал обходить вторую балку. Там сильно большой крюк надо давать, не хочу время на это тратить. Поэтому сейчас углубляюсь между двумя балками и там, ну, уже вторую как-то так пересеку по бездорожью.
подхожу к балке и вижу, что там тропинка дальше по склону натоптана. Так что все нормально. Будет легче подъем. Ну, сейчас я ее пересекаю и иду наверх. А там дальше опять спущусь к полянке. Спустился в балку. Оказалось, это не так легко, как я ожидал. Очень скользко. Один раз грохнулся. Ну так, слегка. И думаю, что не буду я придерживаться этой тропинки. Потому что лучше идти там, где есть листья. Там хоть какое-то сцепление за грязь есть. А на тропинке как на катке. Ну ладно, полезу. Вылез наконец-то. Ну и вот тропинка. Иду дальше. Вдоль балки. Вниз. Подхожу к поляне. Вот слева от тропинки видно заволоченный участок между хребтом и берегом. Там ивняком поросшая, тростником. Ну вот, возвращаюсь на тропинку. Сейчас она уходит вниз. Вон среди деревьев можно уже видеть полянку. Вышел вот на полянку. Там вдалеке, на том берегу, виднеется завод Карпентара. Бывший дубзавод. Сейчас пройдусь тут немножко. На берег выйду. Посмотрю, какие там виды. Орешник цветет. Ну что, после прогулки по поляне идем к руинам древней крепости. Вон там наверху. Туда, в принципе, тропинка тоже заходит, но мне надо возвращаться назад, так как я шел. Не хочу терять на это время. Полезу в лов. Тем более, что уже не раз так делал. Неожиданно для себя здесь же у подножья этого холма, куда собирался лезть, обнаружил другие руины. Хотя я тут 3 или 4 раза уже ходил, но на них не натыкался. В летнее время тут все заросшее бузиной, видимо, скрывает она эти руины. Но я бы не сказал, что это руины древнего какого-то строения. Ну вот это железяки явно не из древнего периода. К тому же здесь вкладки есть. Красный кирпич. Вряд ли он мог быть сюда заложен несколько столетий назад. Да и вообще не выглядит строение таким уж древним. Заслонка от печки. Не знаю, что она тут делает. Ну вот опять же красный кирпич. Ну вообще крепость, о которой я говорю, по всем описаниям она наверху. Так что все-таки я полез туда. В общем, пока лезу, расскажу предысторию моих поисков этой крепости. Начал я ее искать после сведений, полученных то ли от Бормотова Ивана Васильевича, то ли
из каких-то других источников, не помню уже. Ну, в общем, по примерным описаниям я пришел сюда. До этого смотрел на кучу всяких карт, в том числе и на карте от спортивного ориентирования, на которой больше деталей. Где все-таки там какие-то руины. Никаких руин я там не обнаружил ни на одной карте. Никем они там не были отмечены, ни на народных картах, ни на официальных. И вот однажды нашел книгу такого ученого Лавпаче, которая называется «Древний Майкоп». И там есть зарисовка, схема расположения всех древних строений чертей Майкопа. Ну и одна из них как раз была эта крепость наверху, откуда я иду. Ну, там просто и словесное описание, и, собственно, точка на карте. Все в точности совпадало с тем местом, докуда я добрался, и сейчас дойду. Вот, ну и что я там увидел? Сейчас посмотрим. А увидел я тут вот такую картину. Вместо древних городских, ну то есть древних стен и башен. Вот такая яма, вырытая археологами, которые тут раскопки проводили. Не знаю, с чего они взяли, что тут есть признаки крепости. То ли по форме кладки вот этих камней. Ну, в общем, сложно сказать. А яма где-то около 3 метров, наверное, в глубину. Тут рядом еще есть такие же. Собственно, вот. Тут что-то не стали прокапывать, то ли те же камни мешают. И подкопались с другой стороны. Не знаю, абсолютно никаких признаков древности с моей точки зрения тут не видно. Но может с научной точки зрения они есть. Сейчас покажу, там еще одна яма. Ой. Вот здесь. Ну, не знаю, кому это может быть интересно. Ну, по крайней мере, место крепости, оно точно указано здесь. То есть на высоком берегу, где река Белая делает крутой поворот, напротив бывшего дубильного завода, который сейчас Картон-Тара. Ну и по точке, отмеченной на той схеме, я, собственно, здесь и нахожусь. Ну, вот такая крепость. Ну, от того места, есть там крепость или нет, я иду по хребту дальше на юг, до видовой точки. Тут тропинка, она то есть, то нет, как-то не особо заметно. В общем, просто идти, не сваливаясь ни влево, ни вправо, по хребту до первой балки. А там, насколько я помню, тропинка будет огибать балку. Иду по тропинке. Никаких препятствий пока. Хорошая дорожка. Погода хорошая. Потеплело. Дошел я до большой глубокой балки. И мне надо на ту сторону.
Тропинка идет вдоль нее, вот туда. И, наверное, я все-таки пойду по тропинке в обход. Потому что как-то нет желания сейчас лезть по этим крутым склонам, да еще и земля скользкая. Пойду в обход. Обогнул балку. Вот она по левую сторону уже от меня. Скоро выйду на смотровую площадку. Кроме цикламенов попадаются еще подснежники, но уже отцветающие. Отличный сегодня вид. Хорошо видно. Немного отдохнул, иду дальше. Сейчас чуть-чуть назад. Ну а потом по любой тропинке на юго-запад. И забираем потихоньку вправо. Можно свернуть на любую тропинку, которая вправо ведет. И там уже нужно выйти на асфальтовую дорогу. Прошел немного по той тропинке и свернул вправо на просеку. Вот очень хорошо видно, прямая. Грязи немного. Выходит прямо на асфальтированную дорогу. Вышел на твердое покрытие. Иду в направлении водоканала. Ну, он там не совсем водоканал, как-то там по-сложному называется. Ну, сейчас обойду его справа. И там на краю хребта будет еще смотровая точка. Тут же недалеко от смотровой, в лесу, есть такие аттракционы для местных мотогонщиков. Вот трамплины всякие. Подхожу к открытому месту у края склона. Тут даже бревнышко есть удобное посидеть, посмотреть на виды. Ну а это внизу поселок Краснооктябрьский, его окраины. Вот туда он дальше продолжается. Дальше иду также вдоль склона на северо-запад. Потом склон выровняется на запад, пойду на запад. И там, в принципе, можно выйти на асфальтовую дорогу и пойти по ней. Но я хочу идти по лесу, поэтому буду идти по дорогам, лесным просекам параллельно асфальтовой дороге. А там уже в конце перейдем трассу и поднимемся на Царскую горку. Подхожу уже к трассе.
Вот грунтовка сейчас закончится, сольется с асфальтовой дорогой, которая выходит на трассу. Так, ну тут, наверное, уже выйду на асфальт. Пройдусь немного по асфальту. Перешел трассу. И вот сейчас подниматься по такой офигенной дороге. Туда наверх, на Царскую горку. Понятно, что по бровке, чтобы не месить грязь. Пока пробираюсь к смотровой площадке, расскажу все-таки, почему горка называется Царской. Согласно истории, сюда приезжал Александр II для переговоров с черкесами по поводу окончания Кавказской войны. Ну, договориться им там не удалось. Суть не в этом. Суть в том, что он потом посещал крепость Майкоп и, как сам написал в своем дневнике, выезжал вот на эту горку. Блин, да как же тут? Выезжал на эту горку для того, чтобы посмотреть на Аштен. Ну, честно говоря, с этого места горы я никогда не наблюдал, потому что они видны, как правило, с утра, а бывал я здесь обычно днем. А днем в южную сторону солнце в глаза, за световой завесой ничего не видно. Да, и на горизонте стоит дымка. Поэтому вполне вероятно, что царь приезжал сюда утром. Ну, может, вечером еще видно, не знаю. Вечером я тоже тут не был. Но вот сейчас выйду на смотровую, вполне возможно, на ней он был. Вылез наверх. Но здесь еще не смотровая. Надо пройти чуть дальше вдоль склона. Там дальше будет открытое место, откуда хорошо видно горизонт. Тоже есть бревнышки, где можно посидеть, посозерцать виды. Поселок Краснооктябрьский. Немного пообедал и иду дальше вдоль южного склона горки до конца. Ну, получается, до западного склона. Там будет еще один интересный, любопытный объект. Подхожу к месту, где раньше был триангуляционный пункт. По крайней мере, на карте на старой он здесь обозначен. Но вот что сейчас на этом месте. Это, конечно, одна из загадок для меня, кому это понадобилось. Вырывать такой котлован, убирать все эти опоры. Вот 2 опоры. Вон там еще 2 лежат. Для чего делалось, вообще непонятно.
Ну ладно, металлические части посрезали. С опор там сдали в металл, да. Деньги получили, все дела. Ну на кой хрен надо было разрывать такую яму? Причем явно это делалось вручную, не экскаватором, так как экскаватор сюда не заедет. Да и не видно, были видны следы, что он сюда заезжал. Не знаю, может кому-то в голову пришло, что триангуляр это место, обозначающее скрытые сокровища под ним. Ну, вероятно, люди, выкопавшие такую яму, сильно потом разочаровались. Ну, от бывшего триангуляра я иду дальше на северо-запад и где-то в том районе спущусь с горки на поляну. На северо-западной конечности Царской горки есть еще одна неплохая видовая точка. Она не на самом верху находится, нужно к ней чуть-чуть спускаться вниз. Но панорама здесь хорошая на Майкопе. И на реку Белую. Спустился на грунтовку, ведущую от поселка. Но это еще не самый низ. Надо вот сквозь вот эти дебри сейчас пробраться. Где-то найти поворот налево. И спуститься к пруду. Есть там небольшой пруд. Ну, понятно, загажено все. Как обычно бывает вблизи населенных пунктов. Нашел поворот налево. Выхожу на поляны. Вот пруд небольшой. В лесу, где цветет орешник. Желтые деревья выдают себя. Ну а дальше я иду вдоль реки Белой на запад до впадения в нее Курджикса. По дороге попадаются такие вклинивания, маленькие мысы в реку с красивыми видами на нее. Вот еще один такой мыс. Дальше вот туда идет дорога вдоль поселка. Вон видно крыши. Но здесь идет еще прямо у реки вот такая тропинка. По какому пути я пойду? Правильно, вдоль реки. Небольшие порожики на реке. Цвет воды красивый, бирюзовый.
Вот оно слияние. Слева от меня Курджипс, а вот белая. А вот само слияние. Ну, я сейчас немного еще полюбуюсь и пойду назад той же дорогой. Вплоть до пруда. По дороге назад у дороги заметил такую контрастную штуку. Ручей выбегает где-то прямо из-под дороги. Вот такими бурыми потоками. И здесь такой зеленый островок с цветущей мать и мачехой. Ну и вокруг серый песок. Пруд прошел. И иду дальше по грунтовке вдоль берега. Дальше чуть-чуть поднимусь и выйду к сосновой роще. Вон виднеется сосновая роща. Это единственное насаждение хвойных деревьев в этом районе. Ну, понятно, что искусственное. Викимапия гласит, что эта роща называется Лисята. Якобы к пикникерам сюда из лесу приходят лисы, просят что-нибудь вкусненькое. После рощи идем дальше по дороге, которая переходит в тропинку и идет наверх хребта. Там будет последняя видовая точка. Последний остановочный пункт. Вот тут пришлось пройти вот этот участок проблемный. Здесь постоянно то сели, то оползни. Глинистое место. И обрыв каждый раз сползает. Где-то раз в 2 года. Вот это дерево, например, я помню, еще росло вертикально год назад. Ну а так выглядит здесь панорама на город. Плохо засвечивает все. Ну вот, это все места, которые сегодня планировал показать. Есть в Майкопе
вокруг Майкопа, конечно, еще места, в которых интересно прогуляться. Ну, одно из таких мест я уже показывал в своем фоторепортаже, когда ходил в поселок Тульский. Это на противоположном хребте к северо-востоку от Майкопа. Там есть красивое ущелье. Ну и сам хребет тоже живописный. Ну, это можно посмотреть у меня в фотографиях. Что ж, переходный мостик, пешеходный мостик через канал. Ну и все, сейчас углубляюсь в жилые кварталы. Пройденная дистанция за сегодня 16,3 километра. Вполне такой себе нормальный ПВТ.